Мы на этой лестнице. We are on that ladder, Лестнице, которая соединяет нас с Господом. the ladder that connects us with God, И мы получаем от Бога Слово в нашу and жизнь. we receive a word from God into our life. Смотрите, что Бог сказал Иакову. Notice what God said to Jacob. Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры. Peace of God to all of you, brothers and sisters. Мы будем вместе с вами также рассуждать над Священным Писанием. We're going to also study the scriptures together. Я думаю, что все вы отмечаете, что в Библии есть много достаточно историй о жизни людей. I think all of you who read the Bible know that there are many stories of various people throughout the Bible. И это не просто так, потому что каждый из нас всегда имеет интерес к жизни других людей. And it's not just a coincidence. We are all interested in the lives of other people. Поэтому, когда мы встречаемся, обычно мы расспрашиваем, что в жизни кого произошло. So when we see each other, we're always asking, what's going on in somebody's life? Обмениваемся новостями. We exchange news. Но чаще всего, услышав новости, какое-то время пройдя, они забываются, и все на этом. And then oftentimes we hear this news, and after a certain while, we forget about it. Не так много людей анализирует те новости или истории о жизни людей, которые они слышат. Not so many people analyze the stories or the news from other people's lives. Ну и, соответственно, делают какие-то для себя выводы. And they, furthermore, they don't really make any conclusions for themselves. И мудрость как раз состоит в том, чтобы, слыша какие-то истории, So wisdom lies in the following, that when we hear certain stories, мы могли научиться не повторять ошибки тех людей, которые эти ошибки совершили. we would learn not to make the mistakes of the people who have made those mistakes. Или, наоборот, взять добрый пример из жизни тех, которые имели хороший результат. Or on the opposite end, to take an example of those people whose lives had a positive result. И вот поэтому в Библии есть очень много историй жизни разных людей, And so in the Bible, there are many various characters with different stories. для того, чтобы мы могли увидеть, как у них развивались их отношения с Богом. And it is for us to see and study how their relationship with God developed. Мы уже сегодня слышали по поводу Божьего избрания. We already heard about God's choosing of His people. И если посмотреть, Бог призывает всех. And if we look at it in the big picture, God calls everyone. И в этом есть Божья справедливость And that и Божья любовь к людям. In this lies God's justice and His love towards people. И поэтому Христос умер за всех людей. And for that reason, Christ died for all mankind. И, соответственно, Божий призыв звучит каждому человеку. And in accordance to that, God's call, it rings out to every person. И вот те, кто откликается на этот призыв, And those people who answer that call, тех Господь избирает для определенного God chooses служения. those people for specific tasks or ministries. И те, кто откликнулся, избраны к каким-то вещам, которые касаются всех нас. And then there are some people who responded to the call that applies to all of us. И мы уже с вами сегодня читали этот текст Писания, чтобы благовествовать Царство Господне. We already read this passage today that's to proclaim the goodness of God. И есть призвание, которое касается какого-то особенного служения, когда Господь ставит на разные служения того или иного человека. And there's a calling that is very specific to individuals for specific ministries. И Он решает действительно, исходя из своей воли, к какому служению нас призвать. And God, based on His will, decides which service or which ministry to call us to. И наша задача – это, откликнувшись на этот призыв, войти в это призвание. Our task is to respond to that call and to enter into that calling. И вот для Enter того, into the чтобы ministry. помочь нам, в том числе научиться на примере других, в Библии оставлены эти истории. And so, once again, for us to learn on the example of other people, that's why there's all these stories written in the Bible. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит о том, как мы должны относиться к этим Apostle историям. Paul, when he addresses the church in Corinth, he tells us how we need to treat these biblical narratives, these stories. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. 1 Corinthians 10:11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». All this happened to them as images and is described in instruction to us who have reached the last ages. Соответственно, читая историю, мы должны посмотреть, какое наставление мы можем извлечь для себя. And so when we read these stories, we need to see what application can I make for myself. И я хотел бы с вами поговорить об истории одного из людей, чье имя уже сегодня тоже упоминалось. And so today I want to speak about a story of one individual that his name was already mentioned today. Это человек, которого звали Иаков. This is a name named Jacob. И, может быть, даже в какой-то мере ответ на вопрос, почему так получилось, что не первенец вошел в благословение, а тот, кто родился вторым. And maybe we'll have an answer of why not the firstborn was stepped into the blessing, but the secondborn.
Хотя на самом деле это были два близнеца. Although they were twins, Первым родился Исав. and Esau was just happened to И be born обычно, first. когда рождается второй близнец, хотя бы небольшой промежуточек времени проходит. And usually when the second twin is born, there's usually a small amount of time in between. А здесь женщина, которая принимала роды, говорит, And here the midwife says, я такого не видела, но он вышел, держась за пятку брата, как бы выталкивая его. I haven't seen this before, but the second one, Jacob, came out grabbing onto the ankle of the firstborn as if he was almost giving him a push out. И вот поэтому его так и назвали. And that's why they named him Потому что such. многие говорят, что имя Иаков означает обманщик, Because some people say that Jacob, it means deceiver, но это в корне неправильно. but that is not Ну, true. даже логически подумав, Even logically thinking about it. у вас родился ребенок, You have a child. но вряд ли бы вы посмотрели на него и сказали, давайте назовем его обманщиком. You'd probably not look at him and say, let's name him deceiver. Но было бы странно, правда It'd же? be pretty strange. Да, он обманывал в жизни, это мы видим, Yes, he did deceive others throughout his life. но когда он только родился, они еще об этом не знали. But when he was just born, no one knew about this. На самом деле имя Иаков, на иврите это звучит Иаков, In Hebrew, the name Jacob sounds Yaakov. оно взято от слова еврейского акев. It's taken from the Hebrew word atev, Акев, что означает акев. пятка. and it means heel. И таким образом его имя означает толкающий в And so пятку. his name really means the one who's holding on or pushing the heel. То есть, знаете, вот у него с самого младенчества такая вот интересная черта характера проявилась. And from the very first days of his life, he had this character trait that was manifested. Он готов был идти вперед, даже где-то на своем пути распихивая других. He was willing to move forward even if he had to push people out of the way. И on мы his видим, path. что он в жизни, в принципе, шел к хорошей цели, And we see that throughout his life, he was initially going to a good goal, но неправильным методом. but he was not using the correct methods. Они родились в одинаковых условиях. These twins were born in the same conditions, И, естественно, их отец Исаак рассказывал обоим им о Боге. and their father Jacob, or Esau, their father Isaac, Isaac. told them about God. И, естественно, рассказывал о том, как их дедушка Авраам пришел из Ура Халдейского в эту землю. And he spoke to them of how their grandpa Abraham came from Ur of Chaldeans and came to that land. Знаете, почему он назван первым евреем? You know why he is called the first of the Hebrews? Потому что, если так посмотреть, вот, ну, это опять же этимология слова. Еврей на иврите «эвер». A Hebrew in the Hebrew word is ever. If you say it in English, it looks like this. Jew, English name, come from Judah, like a tribe of Judah. And so it's come to other languages, like Jewish people. But if you say it Еврей in Russian language, it's come from Hebrew name Ever, which means someone who come from the river. So Abraham, he was living in Ur, and so he need to cross the Euphrates River to come to this promised land. So that is why he was called the first who come from the river to this land. То есть еврей, эвер на иврите означает тот, кто пришел из-за реки. И вот поэтому он в этой земле был первым, кто пришел из-за реки, из-за Ефрата и поселился там. Поэтому я говорю, что это за Авраам? Ну это который из-за реки пришел. So Авраам эвер. Abraham was the person that came, the first person to cross over the river. And when they said, "Who is this man?" He's the one that crossed over first. Поэтому они рассказывали, почему он пришел. And that's why they answered the question of why he had to cross over the river. Потому что Бог ему об этом сказал. Because God spoke to him about И this. он послушался и пошел. And he obeyed and he went forward. Мы действительно не знаем, как он узнал о Боге. We don't really know how he learned about God. Возможно, от Ноя. Maybe from Noah. Вы знаете, что Ной был еще жив, когда Авраам родился. Do you know that Noah was still alive during the time of Abraham? Ной умер, когда Аврааму было около 80 лет. Noah died when Abraham was about 80 years old. Это просто для того, чтобы мы представили, как долго жил Ной после This is потопа. just for you to understand how long Noah lived after the flood. И, наверное, может быть, даже Авраам, знаете, заинтересовался человеком, который, например, праздновал свое 900-летие. And maybe Abraham was interested in a man who was celebrating his 900th birthday. Потому что он умер в 950 лет. Because Noah died at the age of 950. И, может быть, от него он как раз услышал о Боге и откликнулся. And maybe this is the person who he heard about God from. Мы не знаем. Но, тем не менее, он послушался Бога. We don't know all the details, but nonetheless, he obeyed the voice of И, God. соответственно, оба сына, то есть внуки Авраама, слышали о Боге одинаково. And so we see that both of the grandchildren of Abraham heard the same information about God. Но для Исава это было не столь значимым. But for Esau, it was not as important. И Писание говорит, он пренебрег своим первородством. And the scripture tells us that Esau, he neglected his birthright. Он сказал, да какая разница мне в этом He благословении? said, what difference
what do I care about this blessing? It А doesn't make a Исаак, difference to me. а Исаак ценил, он понимал, благословение от Бога имеет значение в жизни. But Isaac, he understood the benefit and the blessings of God. И если Исав пренебрег благословением первенца, And if Esau was careless about the blessing of the firstborn, то Исаак понимал, если я получу благословение первенца, так это же гораздо будет больше, чем как второрожденный. then Jacob understood that if I receive the blessing, I'll be higher than the firstborn. И в итоге он обманным путем получил это And благословение. so through deceit, Jacob received this blessing. Естественно, отец был очень огорчен этим. Of course, the father was very grieved by this. В итоге, наконец, осознал Исав, что он потерял. And then Esau comes to understand what he has lost. И он очень сильно рассердился на своего брата. And he became very angry at his brother. Вместо того, чтобы подумать, а почему я вообще раньше ему это первородство за похлебку чечевичную продал. Instead of considering why he even sold his birthright for some bowl of soup. И в итоге родители говорят Иакову: And so, as a result, the parents tell Jacob, убегай, run and flee. беги в ту землю, где наши родственники живут. Go to the land of our relatives. Там живет твой дядя, Your uncle lives there, поэтому, возможно, он тебя примет. and so maybe he will accept you to live with him. И вот Иаков пошел туда, не зная куда. And so Jacob goes to a land that he's not familiar with. Он никогда с этим дядей раньше не He's виделся. never met this uncle. Это, знаете, сейчас проще. Позвонил по телефону и сказал: племянник к тебе в гости приедет. You know, it's easier now when you call and say your nephew's going to come visit. А тогда такого невозможно было сделать. Back then, it was not possible to do that. Даже обычной почты не было. There was not even regular mail. Поэтому представляю, Лаван в один из дней на пороге встречает молодого человека, And so I can imagine as Laban on one morning just meets this young man at his doorstep, который говорит: здравствуйте, я ваш племянник. who says, "Hello, I'm your nephew. Я теперь буду жить с вами. I'm going to live with you now." Ну вот такая история. But that's the story. Но он еще не знал, дойдет ли он вообще туда. Jacob didn't even know he would make it to that land. И вот здесь интересная история, над которой я как раз хотел бы с вами более детально порассуждать. Here's an interesting passage or part of the story that I want to look at in greater detail. Она записана в Бытие, 28 глава, It's written in Genesis 28, с 10 по 22 стихи. verses 10 through 22. Я сначала прочитаю целый отрывок, и потом уже мой голос в английской версии прочитает тоже. I'll read all in Russian first and then in English. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте этом, а я и не знал. И убоялся и сказал: как страшно это место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе 10-ю часть». Genesis 28, 10 through 22. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you.
When Jacob awoke from his sleep, he thought, "Surely the Lord is in this place, and I was not aware of it." He was afraid and said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz. Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth." Это был не просто сон, который видел Иаков, это была особая встреча его с Господом. This was not just a dream that Jacob saw, it was a special experience of meeting with God. И оно дало достаточно большое изменение в его дальнейшей жизни. It gave a significant change in his further life. Мы должны понимать, что когда человек общается с Богом, We need to remember that a person who experiences God, и он слушает то, что Бог ему he говорит, listens to what God tells him. он никогда не будет оставаться таким же, каким он был до этого. He's never going to remain the same way that he was before. Потому что общение с Богом, встреча с Богом, личное переживание общения с Богом всегда меняет человека. Because such an experience with God, a personal experience with God always changes someone. И оно меняет к лучшему. And it changes you for the better. Но вы знаете, что было важным вот в этих условиях? But you know what was important in these conditions? Что была эта встреча с Богом. That this encounter with God happened. Он со своей стороны должен был желать иметь это общение с Богом. Jacob wanted on his part to have that relationship with God. И поэтому в Библии мы очень часто встречаем такое выражение. And so many times in the Bible we see this phrase. Когда Бог говорит об инициативе человека. When God speaks about man's initiative. Я стучу в ваше сердце, а вы откройте двери. I knock on your door of your heart, but you need to open the door. Когда я к вам обращаюсь, не ожесточите сердце. When I address you, don't harden your hearts. Воззовите ко мне, и я Call to me, отвечу and I will вам. answer you. И поэтому Иаков, пусть даже неправильным путем, но он хотел получить благословение от Бога. Jacob, even though he was not using the correct methods, he wanted to receive a blessing from God. Он хотел добиться, может быть, своими методами, но чтобы Бог его благословил. Maybe he wanted to achieve this on his own efforts, but he wanted the result to be a blessing from God. И вот видя его желание, And seeing his desire, Бог начал в жизни его производить определенные действия, чтобы изменить его и исправить. God began to bring certain events into his life and certain actions to change him and correct him. И поэтому, если мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни, So if we want God to move in our life, а Он призывает каждого в этом and he calls случае, each of us to this relationship, важно, чтобы мы, откликнувшись на этот it's призыв, important that we reply to this call. сказать: Господь, дай мне понять, что я должен делать. That we say, Lord, help me understand what I must do. В чем конкретно состоит мое призвание? In what lies my calling? Чтобы я не был действительно просто сидящим и ничего не делающим. That I wouldn't just be one sitting and not actively engaged in anything. И когда человек обращается к Богу в молитве, And when a person addresses God in prayer, Бог в определенные моменты времени дает ему возможность усвоить определенные уроки. God allows them to learn specific lessons. И, может быть, мы не замечаем, как это And происходит. maybe we don't understand or notice how this takes Но Бог place. шаг за шагом ведет нас к тому, чтобы мы изменялись. But God takes us step by step to provide or bring about change in our life. Иногда нам кажется, что это просто случайность, что мы оказались в каком-то Sometimes we месте. think it's a coincidence that we find ourselves in a certain spot. Но это потому, что Бог нас привел для того, чтобы там мы что-то могли изучить. But it is God bringing us to a point where we can learn something new. Ну и помня слова апостола Павла, что это образы для нас, давайте посмотрим, чему нас учит эта история. And remembering the words of Apostle Paul that these are images and lessons for us, let us see what lesson the story brings for us. Первое, на что мы можем обратить внимание, это место встречи Иакова и Бога. The first thing we can look at is the meeting place of God and Jacob. Там периодически такая фраза встречается: «Пришел на это место, взял камень этого места», когда он был на этом месте. Oftentimes we see the phrase in that place or one place, or he took a stone from this place. То есть, значит, и само место даже имело значение. So we see that even the location, the place itself had significance. Но для того, чтобы оказаться на этом месте, нужно посвятить себя общению с Богом. But in order to be in that place, he needed to leave his home and to have a dedication to a relationship То with есть God. он искал получить благословение He от was Бога. seeking to receive blessing from God. И Бог дал ему возможность это And God благословение gave him получить. the opportunity to receive this blessing. Но чтобы оно начало реализовываться в его жизни, нужно было сделать определенные шаги. In order for him to have this blessing come to fruition in his life, he needed to take some steps.
И место, на которое он пришел, написано, называлось Луз. And it says the place he came to was called Luz. Пришел он туда просто потому, что когда он шел по пути, где-то надо было остановиться, He ночевать. found himself in this area because this was just along his path and he had to spend the night somewhere. Вообще, само слово «луз», если перевести с иврита, означает миндальное дерево. If you translate the word Luz from Hebrew, it means almond tree. Если вы посмотрите на карте, там вокруг пустыня, If you look at a map, this area is surrounded by desert. а там небольшой оазис, где растут вот эти миндальные деревья. And this area of Luz has a small oasis where these almond trees grow. И таким образом люди, которые путешествовали, естественно, останавливались там для того, чтобы подкрепиться. And so travelers would stop there and try to get some sustenance for their trip. Вы знаете, миндаль очень калорийный. You know, almonds are very high in calories. Но для взрослого человека, чтобы утолить голод, достаточно съесть где-то около 10 орешков. In order for an adult to satisfy their hunger, they need about 8 to 10 of these nuts. Кто из вас считает калории, жменя миндаля примерно 640 килокалорий. Those of you who count calories, a handful of almonds is about 640 calories. Так что не усердствуйте с ними, если следите за фигурой. So don't overdo it with these almonds if you're trying to watch your figure. Но это очень удобный способ питания, правда But it's a же? very useful way to get nourishment. Не надо готовить. You don't have to prepare anything. Можете взять всегда с собой. You can always grab it with you. Не испортится. It won't really go bad. Да, не надо холодильник носить, чтобы его сохранить. You don't need to carry around a freezer or И в жару, и в холод миндаль можно есть без проблем. and you can eat almonds in the heat and in the cold. Поэтому путешественники часто брали миндаль с собой, в том числе в путь, чтобы не голодать. And so travelers oftentimes brought almonds with them along their journey to have a snack, to have some meal. И вот, соответственно, уставший Иаков, который шел куда-то, куда он еще до конца не знал, And so this weary Jacob is along his path and he's not sure where he's going. остановился, съел этих орехов, He stops and he eats some of these almonds. положил камень под He голову puts a rock under his head и уставший заснул. and he falls asleep. Он даже не знал еще, что дальше Бог будет делать. He did not yet realize what God would show him, what God would do from there. И он пришел в Луз только потому, что ему нужно было что-то для себя получить, для своего физического питания. And he stopped at Luz because he just needed to get some nourishment for himself. А Бог хотел ему показать большее. And God wanted to show him a greater Вы perspective. знаете, если опять же говорить о месте встречи с Богом, If we talk about an encounter place with God, для большинства людей место встречи с Богом – это церковь, куда его пригласили или он сам пришел. for many people, the church is the place where they were invited to or where they came on their own. И чаще всего человек приходит в церковь, потому что у него есть какая-то нужда в And его жизни. oftentimes people come to church because they have some spiritual need in their life. Не обязательно spiritual need, может быть физическое, кому-то нужно исцеление, кому-то просто финансовая помощь. Or maybe it's a physical need or a financial need that they have. И ему сказали, ну пойди в церковь, там тебе And помогут. they told him, well, go to this church and you'll get some help. И это нормально, потому что люди ищут где-то помощи. And this is normal because people are seeking for help in И одно places. из служений церкви в том числе помогать людям. And one of the ministries of the church is to help people. И человек, может быть, даже приходит не столько ради встречи с Богом, сколько ради того, чтобы получить что-то для своей физической жизни. And people come sometimes to church not so much to encounter God as to receive some physical thing for their life. И, может быть, на какое-то время остается. And maybe they remain for a certain time. Но особенность Божьего Слова в том, что оно начинает работать в нашей жизни, когда оно там оказывается. But the uniqueness of the Word of God is that it begins to work in our life when it remains there. И человек, восполняя физические нужды, постепенно, если он продолжает оставаться, он получает от Бога определенные действия, которые ведет его к восполнению его духовной And потребности. so a person who's receiving his physical needs are being met. If they remain in the same spot, little by little, God begins to work through His Word, and their spiritual needs are being met as well. Бог хочет, чтобы человек не воспринимал церковь только лишь как Луз. God doesn't want the person to treat the church like the city of Luz, То есть, где он только для себя что-то берет. where he's just grabbing something for himself. Потому что если мы остаемся только в таком положении, Because if we only remain in that kind of a condition or знаете, place, что происходит в нашей жизни? you know what happens in our life? Что бывает с человеком, который наелся? What happens to a person when they're satisfied? Он начинает перебирать ту еду, которую он ест. They begin to be picky with the food they're eating, Ну, даже с этими орехами, если взять. even with those almonds. Первых 10 он ел, потому что голоден был, любые, какие попались. He ate the first 10, whichever came to him, and because he was hungry. А дальше, это слишком высоко, надо тянуться, чтобы сорвать. And then he would say, well, that one's too high up. You have to reach too far to А take этот it упал off. на землю, надо еще наклоняться, чтобы And this one поднять его. fell on the ground. I have to bend down to grab it. Это слишком большой, жевать долго. This one's too big. You have to chew too А much этот of it. маленький даже не почувствуешь. And this one's too small. You're not even going to feel И anything. все не так. And everything becomes to be Знаете the почему? wrong Потому что он way. наелся и некуда девать You энергию. know why? Because they're
they're full, they're satisfied, they have nowhere to expel their energy. И не зная, что делать, он начинает бормотать и быть недовольным. And they don't know what to do, so they begin to complain and be unsatisfied. Знаете, что бывает с теми людьми, которые только потребляют в церкви и ничего не делают? You know what happens to those people who only consume in church and don't do anything? Они ведут себя подобным образом. They behave in the same way. Пока они духовно голодны, они готовы слушать проповеди, пение, все хорошо. While they're still spiritually hungry, they're ready to listen to preachings and songs, and everything's good. Вроде восполнили свои нужды, They seem to have satisfied their needs, а дальше ничего не делая, что они делают? and after that, they don't do anything. Слишком долгое было служение, The service was too long, слишком короткое было or it служение. was too short. Что-то слишком радостно они пели, They were singing too joyfully, слишком грустно они or пели. too sad. А этот брат как-то на меня криво смотрел, This brother looked at me kind of weird, а этот улыбался вечно все время. and the other one was smiling the whole time. Все не так что-то. Everything's wrong for them. И то плохо, и то плохо. This is bad and that's bad, Пока опять не проголодается. until they once again get hungry. Знаете, поэтому если вы вдруг начинаете чувствовать, что вам все начинает не нравиться, So once you feel that you don't like anything at all, это означает, что получает Бога благословение, вы ничего не делаете для Него. that means that having received blessings from God, you don't do anything for А Him in когда return. некуда тратить силы и энергию, которую вы имеете, And when you have nowhere to expel the energy that you have, человек начинает быть недовольным и роптать. person begins to grumble and be dissatisfied. Но если, получив что-то, мы отдаем, But if having received something we give back, мы делаем то, к чему Бог нас then we призывает, do that which God calls us towards. то в этом случае мы не бормочем, а наоборот трудимся. Then in this case we don't grumble, but we work. И тогда с радостью мы опять принимаем And Божье then with joy благословение. we once again receive God's blessings. И то питание, которое Господь нам дает And через that проповедь, nourishment that через God gives пение. us through songs, through the message. И поэтому Бог хочет, чтобы мы осознали это. And so God wants us to realize this. И поэтому, восполняя наши нужды, Он в том числе помогает нам быть не только принимающими, берущими, но и отдающими. And so fulfilling our needs, He helps us not only to be receivers, but also those who give back. И вот поэтому Господь показал вот эту лестницу для Иакова. And that is why God showed this ladder to the heavens, to Jacob. И по этой лестнице ангелы поднимались, And the спускались. angels were ascending and descending on this ladder. Знаете, не это было самое главное. This was not the most important. Самое главное, что там был Бог. What's important was that God was at the top of the Ангелы stairs. просто были, знаете, таким вот очень наглядным для Иакова образом того, что Бог всегда находится в действии и что-то совершает. The angels were just an illustration to Jacob that God is always in action and He's always creating something. Но он, обратившись к Иакову, дал ему определенные слова. But God addresses Jacob and says specific words to him. Поэтому смотрите, когда мы начинаем общаться с Богом, So when we begin to fellowship with God, когда мы молимся не просто по традиции, а действительно желая получить от Господа какой-то ответ или слово от Бога, when we don't just pray by tradition, but we truly hunger to receive an answer from God, мы на этой лестнице, we are on that ladder, лестнице, которая соединяет нас с Господом, the ladder that connects us with God, и мы получаем от Бога слово в нашу and жизнь. we receive a word from God into our life. Смотрите, что Бог сказал Иакову. Notice what God said to Jacob. Та земля, на которой ты находишься, я дам тебе и твоему потомству. The land that you are on, I will give to you and your descendants. Слушайте, он еще даже не женатый был. He wasn't even married yet, И потомства не было. and he had no descendants. Он даже не знал, что будет дальше. He didn't even know what his next steps would be. А Бог говорит, у тебя будет потомство, еще и ему эта земля будет And God принадлежать. says, you will have descendants, and this land will belong to them. Он сказал ему, что я буду хранить тебя, где бы ты ни был. He said, I will protect you wherever you go. После дней странствия ты вернешься к себе домой. He says, after all the years of wandering, you will return home, И я буду с тобой везде. and I will be with you at all places. Представьте, как Иаков обрадовался этим словам. Think of glad Jacob was when he heard these words. Потому что до этого он вообще не знал, что его в будущем ожидает. Because until then, he had no idea what the future held for Увидит him. ли он снова своих Will he родителей? see his parents? Помирится ли он со своим братом? Will he make peace with his brother? Что будет дальше в его жизни? What is going to happen next in his life? Дойдет ли он до этого дяди Лавана? Will he even make it to his uncle's place? А здесь Господь говорит, не только дойдешь, но еще и с семьей вернешься обратно. And God says, not only will you make it to the place, but you will return back with a family. Когда мы общаемся с Богом, See, when we fellowship with God, начинают действовать Божьи обетования в нашей жизни. God's promises begin to work in our life. И мы не просто слышим как слова, которые кому-то And we сказаны, don't hear words that are just addressed to somebody else. но это то слово, которое вдохновляет нашу жизнь. But it's the word that encourages our life. И мы слышим слова, которые Господь лично нам говорит, не And we бойся, hear я с words that тобой. God speaks personally to us and says, do not fear, for I am with you. Я буду с тобой всю твою жизнь. I will be with you your whole life. Начав тебе доброе дело, я его совершу до Having самого begun a good конца. work in you, I will bring it to fruition.
После дней твоего земного странствия ты придешь домой. After your days of earthly wandering, you'll make it home. Я исполню все то, что я And I говорю. will fulfill all that I have spoken to you. И это дает нам силы, даже проходя через пустыню, идти дальше. And that gives us strength to even walk through the desert and to keep moving. Но вы знаете, цель сна Иакова была не только вдохновить его. But you see, the purpose of the dream was not only to encourage Jacob. Это было для того, чтобы помочь ему изменить свое мышление и свой образ жизни. It was to help him change his mindset and his way of life. Во-первых, Бог хотел, чтобы Иаков понял, что где бы он ни находился, Бог вездесущ. First of all, God wanted Jacob to realize that God is everywhere. He's omnipresent. Обратите внимание на реакцию Иакова. Notice the reaction of Jacob. Господь на этом месте, а я и не знал. Truly the Lord is present in this place, but I did not know. Знаете, когда человек, может быть, слышит о делах Господних, You know, when people sometimes hear about the works of God, но нету этого в его жизни, but they don't see that in their life, ему начинает казаться, что Бог только в определенных местах they действует. begin to think that God only works in certain specific spots. Иногда он начинает искать, а где же это место, где Бог And then действует? he begins to look at where is this place where God is acting. Что еще хуже бывает, человек начинает думать, что Бог его видит только в конкретном месте, а когда он оттуда уходит, там уже Бога нет. What's worse is the person begins to think that God only sees him in a specific spot, and when they leave that spot, God is no longer there. И поэтому, естественно, я в церкви, здесь же Божье присутствие. And of course they begin to think, well, I'm in the church, this is where God's presence is. Поэтому я соответствующим образом себя подготавливаю, And so I все-таки prepare Господь смотрит myself на to меня. look in accordance so that God can see me. Служение закончилось, And the service ends. Господь ушел, и я ушел. The Lord left and I left. И человек живет обычно, как он хочет, пока опять не придет в церковь, и, And the person соответственно, lives their life how they want until they once again return to church. принимает вид христианина. And they take on the image of a Christian. А Бог не хочет, чтобы так было. And God does not want us to live this way. Может быть, Иаков тоже думал, Бог только лишь там, где когда-то мой дед Авраам и отец Исаак жертвоприношения ему приносили. Maybe Jacob thought the same way, that God is only present where my grandfather and my father brought sacrifices. Там, где они этот жертвенник поставили. That place where they built some altar to him. И, конечно же, там Бог является. And he might have thought, well, of course God shows himself there. А я где-то здесь, в этом лузе, кто знает, есть там And I'm Бог. here in this lose. Does God even exist here? И поэтому для него было удивлением. Оказывается, где бы ты ни был, Бог везде. So Jacob was in awe, and he realized that no matter where he's at, God is present. Но вы знаете, когда человек осознает, что Бог везде, где бы он ни был, And so when a person realizes that God is everywhere, это побуждает человека, соответственно, где бы он ни был, вести себя так, чтобы Господь давал ему благословение, а не наказывал. that leads a person to behave in such a way that no matter where they're at, God would bless them and not bring them Вот почему мы должны punishment. всегда помнить, где бы мы ни были, вне зависимости от того, ощущаем мы Божье присутствие или нет, And so we need Господь to везде. remember, no matter where we're at, whether we feel God's presence or not, God is omnipresent. И, соответственно, если мы это And осознаем, if we realize this, мы в любом месте, где бы мы ни были, then wherever we find ourselves, с любыми людьми, с какими бы мы ни находились, whatever company we're in, мы будем таковыми, will be such чтобы люди видели, что мы действительно that христиане. people will truly see that we're Christians. Не потому, что мы хотим людям угодить, Not because we want to please these people, а потому, что мы хотим Богу угодить. but because we want to please God. Потому что мы хотим от Него получить Because we want to благословение. receive a blessing from Him. И мы не хотим быть теми людьми, которые, опустив голову, будут стоять перед Богом. We don't want to be those people who just bow our heads and stand silently before God. Второе. The second Научить страху Божьему. is to teach Jacob the fear of God. Знаете, когда мы говорим о страхе When Божьем, we speak about the fear of God, надо понимать, что речь идет не о боязни Бога. we're not talking about being afraid of God. Потому что, смотрите, вроде кажется реакция Иакова. Это место такое, что ай-яй-яй. Because if you look at Jacob's reaction, he's like saying, oh my goodness, this place is so terrifying. Мне даже больше нравится, как это переведено в английском языке. Awesome, да, а не в нашем русском, скажем, как страшно это место. Or in other words, this is an awesome place and not like a Russian Terrible. translation that it's a terrible and fearful place. Дело в том, что как бы реакция его была, знаете, какая? You know, his reaction was the following. Бог настолько добрый ко мне. God is so good to me. Он любит меня. He loves me. А я обманул отца. I have deceived my father. Я обманул брата. I deceived my brother. Я поступил неправильно. I acted incorrectly. А Бог все равно меня любит. And God still loves me. И поэтому вот это для него было страшно. Как я такой грешник могу находиться там, где Бог благословляет And so меня. this was what terrified Jacob, was that how can he, a sinner, be in a place where И God is поэтому, still с одной blessing стороны, him? он восторгался Богом, And so on one side, he was amazed by God. и ему было страшно, что он сделал то, что его с Богом таким разделяет. And on the second side of the coin, he was afraid of the things that he had done that separated him from God. Вы знаете, вот интересно, если говорить опять же о словах, которые используются. Once again, it's interesting to notice the words that he uses. Обычно, если, скажем, брать слово «страх», чаще всего используется слово «фобия».
If we talk about fear, we talk about phobias. И это, соответственно, боязнь чего-то. And this is being afraid of something. Смотрите, когда мы чего-то боимся, что мы обычно делаем? Хотим быть как можно дальше от When we're этого. afraid of something, our reaction is to be as far as possible away from this. Ну, скажем, если кто-то боится мыши. If somebody is afraid of mice, Хотя вроде такое приятное животное, глазки блестят, хвостик. even it's such a dear animal, the eyes are sparkling and the tail is so cute. Но если вдруг кто-то боится и увидел мышь, какая реакция But if обычно? someone is afraid of mice and they see them, Скриминг, да, и худу оттуда. they scream and they run away. Вот это страх чего-то. This is a fear or phobia of something. Есть еще одно слово, которое тоже означает слово страх. There's another word that also means fear. Это слово павор. It's the word Павор. pavor. Ну, это просто слова на греческом языке. These are just Greek words. Но оно характеризует другого рода страх. But it characterizes a different fear. Я приведу на примере отношений между мужем и женой. This is an example of a relationship between husband and wife. Муж очень любит свою жену. That a husband really loves his wife. У нее день рождения. It's her birthday. И он хочет ей подарить подарок. And he wants to give her a gift. Дорогие жены, скажу вам, это самое сложное — выбрать правильный подарок. Dear wives, it's the most difficult thing is to choose the right gift. Поэтому, если вы подскажете, ну так, чтобы было понятно, что вы хотите, это будет намного So проще. if you give a suggestion of what you want, it will make it much easier. Поэтому мы не всегда понимаем ваши намеки. So we don't always understand your hints. Например, вы говорите, какое у нее интересное платье. When you say, oh, she has such an interesting Ну, dress. интересное, так интересное. Yeah, I guess it is interesting. That's Нам в awesome. голову не придет, что вы хотите, чтобы мы такое We купили. won't even think of the fact that you want us to buy a similar dress for you. Нас как-то, помню, разбирал конфликт между мужем и женой в церкви. There was a conflict of husband and wife in our church. А знаете, из чего они поссорились? You know why they had an argument? У нее должен был быть день рождения, It was her birthday. и она ему все время говорила, не надо мне ничего дарить на день She рождения, kept ничего saying, не I надо. don't need any gifts for my birthday. Но он ничего и не подарил. And he didn't get her anything Потому что она что говорила. because that's what she said. А она имела в виду, And what she had in mind смотри, не забудь про мой день рождения. was make sure you don't forget Потому about что, my знаете, birthday. у мужчин память на даты такая. And so, you know, husbands' memory is not always the greatest. И поэтому она как бы так, знаете, ну не будешь говорить напрямую, подари мне что-то, а просто, ну да не надо, в надежде, что ты же поймешь, что тогда-то So мой she день was рождения. being so modest, saying, I don't need anything, with the hopes that he would not forget and get her something Ну хорошо, что important. помирились в итоге. But it's a good thing that they made peace at the Но вот end. чтобы такого конфуза не было, лучше сразу говорите. But to avoid all this confusion, just be, you know, Не upright забудь with про мой this. день рождения. Don't forget about my birthday. Вот тебе образец того, что хотелось бы получить. Here's an example of what I want to get for my Мы birthday. реально будем счастливы от It'll этого. make our life so much easier. И вот теперь смотрите, скажем, идет он покупать ей подарок. And so he's going to get her this gift. И он хочет выбрать такое, чтобы она реально радовалась тому, что он это подарил. And he wants to pick a present that she will actually be overjoyed with the gift. И он немножко боится, а вдруг подарю что-то, что ее огорчит. He's a bit anxious and afraid that he'll get something that То is есть он going не to bring боится her. жены, которая скажет, что ты мне подарил, So he's not afraid of the wife that's going to tell him, what did you get me? а боится того, что он, любя ее, может чем-то огорчить. But he's afraid that having love for her, he would offend her some way. Или же не сможет сделать что-то, что ее действительно порадует. Or will not be able to do something that will truly bring her Вот joy. когда речь идет о страхе Божьем, So when we're talking about the fear of God, используется именно вот это слово «павор». this is that word that is used, pavor. То есть не боязнь Бога, фобия Бога и быть It's подальше not от a Него, phobia of God to be further away from Him, а именно в силу любви к Нему. but in a great measure of love towards Him. Человек боится сделать что-то, что огорчит Бога и создаст между ними дистанцию. Person is afraid to do something that will bring grief to God and create further distance. Вот почему, например, в Библии описан страх Божий следующими словами. That is why the fear of God is described in the following words. Страх Божий — это избегать зла. That the fear of God is to flee evil. Страх Божий — это удаляться от That the нечестия. fear of God is to flee from То есть unrighteousness. человек хочет сделать что-то, что, наоборот, даст более близкие отношения с Богом, а не разделит In их. other words, a person wants to do something that will bring him closer to God and not draw him away from God. И вот поэтому, когда Бог общается с человеком, And so when God fellowships with man, это помогает человеку иметь вот этот правильный страх Божий, it's to help them develop this right fear of God, который будет побуждать его избегать того, что будет разделять его с Богом. which will prompt him to flee from those things that will separate him from God. И вы знаете, это будет его мотивировать And that will motivate him к его духовному росту. to their spiritual growth. И вот поэтому, смотрите, когда Иаков это осознал, And so when Jacob realized this, он говорит, я боюсь за то, что я неправильно he's поступал. saying, I'm afraid for my actions that were not В correct. то время, когда Бог такой милостивый, During which time God is so merciful to me. что я могу сделать для него? What can I do for him? В-третьих, Thirdly,
когда мы переживаем встречу с Богом, это всегда дает нам духовную силу. When we experience an encounter with God, it always gives us spiritual strength, И даже физическую в том числе. even physical strength. Смотрите, он спал всю ночь с камнем под головой. Look, he was sleeping his whole night with a rock under his head, Но он утром проснулся полон сил и but энергии. he woke up in the morning full of energy, И камень этот поставил. and he places that rock, И елей на него вылил. and he pours out oil, И был готов идти дальше. and he was ready to move forward, И он хотел что-то сделать. and he wanted to do something. Поэтому, смотрите, встреча с Богом дает силы So и notice- побуждает к ответному отклику. An encounter with God gives you strength, and it encourages you to have a proper response. То есть мы хотим быть Божьими In other служителями. words, we want to be God's ministers. То есть мы не хотим, чтобы это было лишь только луз, We don't want it to. чтобы это место было только луз, We don't want церковь. it just to be a place called lose, То есть где мы только себе что-то where we берем. just take for ourselves. Но тот же луз для нас становится Вифилем. But the same lose becomes Bethel for us. Слово Вифиль от еврейского слова Бес-Эл, то есть дом Бога, если дословно переводить. Bethel means the house of God. Таким образом, смотрите, это и миндальное дерево, In other words, this is also an almond tree, и это дом Бога. and also the house of God. И, соответственно, там, где мы общаемся с Богом, And so it makes sense that where you fellowship with God, мы получаем ответы на we наши receive нужды. answers for our needs. Миндальные орехи никуда не делись оттуда. Those almond trees didn't disappear. Но тогда человек не тратит только на себя силы. But then a person not only doesn't only waste energy for themselves, Он хочет сделать что-то и для других во they имя want to Бога. do something else for other people in the И name of God. поэтому Иаков говорит, я называю это Домом Божьим. And so Jacob says, I'm going to call this the house of Это God. было его решение. Я хочу что-то сделать для Бога. This was Jacob's decision. He said, I want to do something for God. Воздвигнул жертвенник I ему. will establish an altar. Бог ему ничего не говорил. Он говорит, я тебе 10-ую часть отдам из God всего didn't того, say что у меня anything to есть. him, but Jacob said, I will give you a tenth of everything that you bless Знаете, me вот with. иногда нам нужно заставлять кого-то что-то сделать для Бога. Sometimes we have to force somebody to do something for God. Пасторы знают, что не так просто бывает найти волонтеров. Pastors know that it's not so easy to find volunteers. Знаете почему? You know why? Потому что многие люди относятся к церкви только как к лузу. Because many people treat church like lose. Что я получу для себя? What am I going to get for myself? Какие преференции для меня здесь будут? What preferences am I going to А have? что здесь интересного? What's interesting about this О, а в той place? церкви лучше, больше мне будут давать, пойду туда. Oh, this church is better, it's more interesting, I'm going to get more out of it, I'm going to go there. И он, знаете, превращается в туриста на пути Господнем. And so they turn into a tourist on their walk to Он heaven. ищет достопримечательности, чтобы хорошо провести They're время. finding good vacation spots to spend their time И well. когда такого человека спрашиваешь, а чем ты служишь Господу? And when you ask this person, how do you serve God? Он говорит, ну я церкви посещаю, He says, well, I visit church, я по конференциям езжу, I go to conferences, я там встречался с многими известными I христианами, met many well-known Christians there. у меня даже фотографии с ними есть. I even have pictures with them. И что дальше? And what's next? А что дальше ты сам делал? And what did you do on your own? Ну, я же на конференции был. Well, I was at a conference. Так в чем ты служил Богу? And in how did you serve God in this? Ну, сидел на Well, конференции. I sat at a conference. Так тебе Бог служил. Well, God was serving А что you. ты сделал? What did you do? И вы знаете, вот когда человек начинает как бы осознавать, и что Бог делает, он специально пробуждает человека. And so a person begins to realize this, and God begins to awaken them. Он начинает говорить, а что я теперь могу And they сделать? begin to say, what can I do in И в итоге return? его не надо заставлять что-то делать в церкви. And you don't have to force them to do anything in Он return. будет сам проявлять инициативу. They will be the ones to show initiative И он будет themselves. подходить к пастору церкви и говорить, что я могу сделать в They will церкви? come up to the pastor and say, what can I do Чем я to могу serve in the послужить? church? How can I minister? Или пастор говорит, кто может помочь сегодня вечером? Or a pastor says, who can help out tonight? Он будет первым, я. They will raise their hand and say, Потому I'll что go он first. хочет сделать для Because Бога they want to что-то. do something for God. Потому что любовь Божья коснулась его настолько, Because the что он love не of может God быть touched them to равнодушным. such an extent that they can't live otherwise. И он боится сделать что-то, чтобы не послужить Богу. And they're afraid to do something that will cause them to step away from serving И в God. итоге происходит изменение даже нашей личностности. And so as a result of that, your character changes. Я хочу завершить текстом из Писания, который говорит, что произошло с Иаковом. I want to conclude with a passage in Scripture that says what happened to Jacob. Это Бытие, 35 глава, This is Genesis 35, 6-7 и потом 9-10 verses стихи. 6 through 7, and then 9 and 10. Это уже после того, когда Иаков возвращался обратно. This is when Jacob was returning. Ну, вы знаете историю, он все-таки дошел до дяди Лавана, и даже женился, и дети были, уже обратно идет. And this is, you know how he made it to his uncle, he married, he had children, and this is him returning back. И пришел Иаков в Луз, что в земле ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал это место Эл-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И явился Бог Иакову по возвращению его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков,
отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль. И нарек ему имя Израиль. Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan. There he built an altar and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. God appeared to him again and blessed him. God said to him, "Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. Иаков осознал, что неправильно будет собственными методами добиваться Божьего благословения. Jacob realized that it wouldn't be correct to attempt to receive God's blessing on his own merit, on his own efforts. Неправильно добиваясь для себя хорошего, расталкивать остальных на своем пути. That it's not correct to try to attain something good for yourself, to push people out of the way. Главное, чтобы мне было хорошо, а остальные по-любому. That as long as it's good for you, you could care less about others. Он поменялся. Jacob changed. И он готов был и с братом помириться. And he was ready to make peace with his brother. И он уже не действовал по своим силам. Говорит: Господи, я буду ждать, пока ты меня не And he was благословишь. not acting out according to his own will. He said, "Lord, I'll wait until you bless me." И он молился и ждал, пока Бог что-то сделает. And he prayed and waited for God to do something. И в итоге Бог говорит: ты поменялся внутри. And as a result, God says, "You changed on the inside. Ты теперь не тот, который расталкиваешь You're других. no longer the person that pushes people out of the way. Ты понял, что сила от общения с You Богом. understood that your power comes from fellowship with И God. поэтому твое имя будет Израиль. And so your name would be Israel. Если посмотреть, это два, кстати, еврейских слова, соединенных вместе. And if you look at the origin, it's two words joined together. Уже вы знаете, что «эл» — это Бог означает. El means God. А «исра» — это глагол «сара», который означает «сражаясь, побеждать». And Isra comes from the verb sara, which means to be strong or to fight. Или же, скажем, тот, который сильный, потому что на его стороне Бог. Or the one that is strong because God is on his side. То есть имя его теперь вместо толкающего в пятку And so his name now, instead of the one who pushes the heel, стало именем, который сильный, потому что на его стороне Бог. his name turns to one who is strong because God is on his side. Побеждает, потому что Бог за него He сражается. overcomes because God fights for him. И в итоге, смотрите, насколько произошло изменение. And as a result, look at how much changes happened in Jacob's life. Я думаю, что и каждый из нас, I think each of us, конечно, хочет, чтобы все в жизни было хорошо. we want everything to go smoothly in our life. И это правильно. And that's good to desire that. И это хорошее благо приходит через Божье благословение в нашу And жизнь. that blessing comes through God in our life, Через общение, которое мы through имеем с Богом. fellowship with Him. Через то, когда мы, откликаясь на призыв Господний, действуем в соответствии с нашим избранием. Through us responding to the call of God and we begin to step into the ministry He calls us into. И в итоге, даже если в нашем характере что-то было похожее на Иакова, And as a result, if we had something in our character that was similar to Jacob, Бог меняет нас так, чтобы мы были Израилем. God changes us so that we can be like Israel. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. 1 Peter 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». And you yourself, as living stones, build up a spiritual house, a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Мы сами становимся домом Бога для других людей. We ourselves become a house of God for other people. Потому что, откликнувшись и Because осознав, having responded and having realized что Бог только тот, кто является источником всех that благ, God is the one that is the source of all good things, мы будем бояться быть во грехе, чтобы не нарушить отношения с Богом. we will be in fear of sinning so that we wouldn't destroy the fellowship with God. У нас будет желание трудиться для Бога, трудясь для других людей. We'll have the desire to serve God, serving other people. Это будет менять наш характер. That will change our character. И когда люди будут смотреть на нас, And when people look at us, они не скажут, что мы Иаков, they won't say they're Jacob, который готов там на своем пути всех распихивать, who's ready to just push people out of the way, а мы Израиль. but we're Israel. Мы те люди, на чьей стороне Бог. We're those people that God is on our side. Мы те, которые письмо Христово читаемо. We're those people who are the letter that is being read. Мы те, о которых написано, что люди, увидев ваши добрые дела, прославят Отца вашего We're Небесного. those people that the scripture says, having seen your good works, they will glorify the Father in heaven. И опять же, возвращаясь к первой проповеди, мы слышали, что люди смотрят за нами. And going back to the first message we heard today, we heard that people observe us. Какой мы пример им показываем? What example we show them? Иакова или Израиля? Is it the example of Jacob or example of Israel? Я хотел бы вместе с вами помолиться. And I want to pray together with you.
чтобы в нашем пути достижения Божьих благословений, that in our path of attaining God's blessings, доверяясь Богу, идя тем путем, которым Бог нас ведет, that we trust God and we go along the path that He leads us, мы от Луза переходили в Вифиль. that we would go from Luz to Bethel. И если мы где-то Иаков, мы были Израилем. And if we are in some areas of our life like Jacob, that would be like Israel. Давайте помолимся об этом. Let us pray about this.